Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусные, мягкие воздушные краффины. Если у вас в семье куличи не особо любят, то таких краффинов нужно делать побольше. А также я покажу вам несколько вариантов начинок для краффинов. Для начала приготовим опару. В теплое молоко добавляю сахар, муку, дрожжи и оставляю минут на 15-20, чтобы дрожжи активировались. Должна появиться вот такая пенка. Если она не появилась, значит ваши дрожжи не рабочие, и нужно повторить данную процедуру сначала с использованием других дрожжей, иначе тесто не поднимется. Далее используем большую емкость и взбиваем до пышности яйца. Точно так же, как мы обычно взбиваем яйца или бисквита, то есть масса должна посветлеть и увеличиться в объеме. Всыпаем сахар. Список необходимых ингредиентов будет, как всегда, в описании под видео. Такой консистенции должны получиться взбитые яйца. И сюда же добавляем опару. Аккуратно все перемешиваем лопаткой. Добавляем растопленное сливочное масло сюда. Но оно не должно быть горячим, чтобы яйца не свернулись. И затем постепенно добавляю просеянную муку. Муку добавляйте постепенно, периодически подмешивайте ее к тесту. По желанию также можно добавить в тесто немного куркумы, чтобы тесто приобрело более такой яркий желтоватый оттенок. Нужно хорошо вымешать тесто минимум 10 минут. В итоге тесто получается слегка липким, но кусочков теста на руках не должно оставаться. Затем смазываем чашу подсолнечным маслом, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте примерно на 2 часа, чтобы тесто поднялось. Спустя время тесто поднялось, обминаем его и далее делим на части. Количество частей будет зависеть от того, какого размера у вас формы для кулича. Я использую вот такие формы. Их размеры я напишу в описании под видео. И я делю тесто на 3 части. Теоретически вы можете разделить на 4 части, но тогда краффины получатся не такие высокие. Я раскатываю каждую часть в тонкий пласт. И пока первый раскатываю, остальное тесто я накрываю пленкой, чтобы оно не заветрилось. Для каждого краффина я буду использовать разную начинку. И сейчас я вам все эти варианты начинок покажу. Итак, тесто я раскатала очень тонко, практически стол просвечивает, так и должно быть. Каждый пласт теста нужно будет смазать кусочком размягченного сливочного масла. А затем сверху уже будем выкладывать начинку. Первый краффин у меня будет с шоколадной пастой и фундуком. Распределяем шоколадную пасту по поверхности и сверху посыпаем дробленым фундуком. Скручиваю пласт в рулет. И далее этот рулет разрезаю вдоль, немного не доходя до конца. И каждую половинку скручиваю улиткой в противоположную друг от друга сторону. В общем, как это я показываю на видео. И одну улитку кладу на другую. Вот такой краффин у нас получился. Перекладываю форму для кулича. Сверху надеваю пакетик, чтобы краффин не заветрился. И в таком виде тесто должно постоять еще примерно час-полтора, чтобы оно поднялось. И то же самое проделываю с оставшимся тестом. На самом деле за кадром я еще завела такое же количество теста, и в итоге у меня получится 6 краффинов, поэтому я вам покажу сегодня целых 6 начинок. Второй краффин у меня будет с халвой. Я тоже смазываю сверху сливочным маслом пласт и измельченную халву равномерно распределяю. Далее также разрезаю и скручиваю, как и первый краффин. Следующий краффин я решила сделать с рикоттой и ягодным джемом. Только слишком много жидкой начинки не кладите, чтобы краффин хорошо пропекся. Когда жидкая начинка в краффине, его нужно просто подольше будет выпекать, чтобы он внутри хорошо пропекся. А если жидкой начинки будет не так много, то в принципе одновременно со всеми остальными краффинами можно доставать из духовки. Здесь я просто распределяю рикотту, можно слегка присыпать сахаром. И сверху я распределяю ягодный джем. Это краффин с кокосовой стружкой и дробленым миндалем. Очень вкусно получается.
5-й крафин тоже с рикоттой, распределяю ее по тесту, далее распределяю фисташковую пасту и посыпаю дроблеными фисташками. Это безумно вкусно, обязательно попробуйте, если вы любите фисташки. И последний крафин я решила сделать классический, с сухофруктами. Можете брать здесь абсолютно любые ваши любимые сухофрукты. У меня это сушеные финики, вяленая клюква и немного кураги. Итак, все куличи готовы, они поднимаются постепенно в форме, и я еще наращиваю высоту формы при помощи пергамента, так как крафины поднимаются очень хорошо. Просто вырезаю небольшие кусочки, равные диаметру формы, вставляю их внутрь формы. И вместе с этим пергаментом я буду выпекать крафины. Когда крафины поднялись, я отправляю их в духовку, разогретую до 175 градусов, примерно на 40 минут. Но время будет зависеть от особенностей вашей духовки. И шапочка может достаточно быстро подрумяниться. Если вы не хотите слишком румяный крафин, то минут за 10 до окончания выпечки можно накрыть крафины сверху фольгой. В итоге вот такие замечательные, очень высокие крафины получаются. Мне нравятся высокие крафины. Как я уже сказала, если вы не хотите такие высокие, делите это тесто на 4 формы. Ну и, конечно же, давайте пожертвуем парочкой крафинов. Я вам покажу, какие они мягкие, воздушные, пористые. Сделаем разрез, посмотрим, какие они внутри. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Также пишите в комментариях, какие начинки ваши любимые для крафинов. Всем желаю светлой Пасхи. Пока-пока.